Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин и военная верхушка Вагнера. Прошло ровно 2 месяца с момента военного мятежа выходного дня. Мятежа, закончившегося примирением сторон. И вот одна из сторон конфликта резко прекратила свое существование самым показательным из возможных способов, когда от нее остались лишь упавшие с неба обломки самолета. Конечно, случилось ровно то, что должно было случиться. Пригожин и без того прожил сильно дольше, чем протянул бы любой другой человек в его положении и с его образом жизни. Бунтовщики-неудачники нигде не живут долго и счастливо. Но то, как именно все случилось, вот это тема для разговора. Для начала сделаем важную оговорку. Евгений Пригожин – одна большая лысая конспирология. Он водит публику за нос даже тогда, когда это по-настоящему и не нужно. Для него приклеивать большие ослиные уши миллионам людей – это искусство, и он получает от подобных выходок нескрываемое удовольствие. В отличие от Путина, у Пригожина правда есть двойники, причем двойники с липовыми, но официальными документами на его имя. А у него самого целая пачка альтернативных личностей. Он охотно использует грим и трюки с переодеванием. Если бы Пригожин не был реальным человеком, то был бы персонажем самого третьесортного детектива с привокзального книжного развала. Вероятность того, что Пригожин не погиб, существует. В случае Пригожина все ранее сказанное – это необходимая ремарка, без которой остальной разговор не имеет смысла. Но обсуждать, конечно, мы будем не это. Мы поговорим о самой простой и вполне вероятной версии, в которой самолет, где находились Пригожин и командир группы Вагнера Дмитрий Уткин, потерпел крушение над Тверской областью. Помимо этих двоих погибли еще 5 пассажиров и 3 члена экипажа. Могло ли это быть случайностью? Ну, всякое бывает, но вероятность этого примерно такая же, как то, что главный спикер русского Херсона Кирилл Стремоусов угодил в реальное ДТП за день до сдачи города. Мы не будем всерьез обсуждать шансы подобного исхода. Самая вероятная причина крушения – это преднамеренное уничтожение самолета. Ракеты ПВО с земли, бомбы в салоне, намеренным внесением технической неисправности. Как именно, пока непонятно. Да это и не важно. Важно одно. Если все было так, то мы не сомневаемся, по чьему приказу владелец ЧВК «Вагнер» и военная верхушка группировки были уничтожены настолько иезуитски общественно опасным способом. То есть, чтобы избавиться от 2 человек, под удар поставили не только экипаж самолета и присутствующих там остальных пассажиров, но и жизни людей на земле. Это же все-таки обломки самолета, а не крылатая ракета. Ими особенно не прицелишься. Куда упадут, туда и упадут. На наших глазах случилось то, что должно было случиться. Путин человек до предела трусливый, с одной стороны, а с другой безмерно жестокий и злопамятный. Он отомстил за свой страх. Отомстил за то, что ровно 2 месяца назад был вынужден стоять в своем кабинете под камерой с таким лицом, будто ему подгузник забыли сменить. Как только страх прошел, как только Путин понял, что настало время кинуть того, кому он давал гарантии, он немедленно это и сделал. Мы с самого начала, когда Евгений Пригожин только становился большой звездой, только начинал публично прыгать на Минобороны, с самого начала мы говорили, тюрьма ему точно не грозит. Когда он проиграет, когда система решит от него избавиться, никаких пресс-релизов СК о возбуждении уголовного дела и заключении подозреваемого под стражу не будет. Будет таинственный несчастный случай. Видимо, это и случилось. Как только награды были розданы, как только государство завязало поздравлять само себя, раздавать друг другу еще больше денег и полномочий, пришло время репрессий. А как могут выглядеть репрессии одних убийц против других убийц? Именно так, как горящие обломки бизнес-джета в Тверском лесу. В аквариуме в зале суда посидеть – это для всяких балаболов типа Гиркина. Настоящие отморозки общаются другим образом. Если мы принимаем эту версию, нам надо понять вот еще что. Наше государство долго шло, но таки пришло вот к этому. Крушение пригожинского джета – не первое политическое убийство в России, где государственный заказ очевиден. Но теперь это не отравление новичком, не выстрел в спину на мосту, не убийство, произошедшее спустя многие месяцы или годы после конфликта. Это настоящий теракт, устроенный на своей территории. Уничтожение гражданского самолета, на борту которого находились не только экс-мятежники, недавно пытавшиеся захватить власть, но и экипаж, который грохнули просто за компанию. Теракт, в авторстве которого никто не сомневается, произошедший накануне 24 августа, ровно через 2 месяца после бунта.
Такой теракт – это уже новый уровень. Государства много плохих вещей с людьми делают. Бьют, пытают, расстреливают. Даже убивают из-за угла и с большим удовольствием подстраивают несчастные случаи. Но сбить гражданский самолет на своей территории, к тому же настолько демонстративно, таким здоровые государства обычно не занимаются. Понятное дело, что Пригожин сделал ставку ценой в жизнь в тот момент, когда пошел на Москву. Понятно, что когда он свой мятеж свернул, то подписал себе смертный приговор. Чуть раньше или чуть позже, но оставить покушение на власть вовсе без последствий, причем последствий радикальных, Путин не мог. Иначе бы это было бы приглашение для других желающих попробовать свои силы. Но все-таки нельзя не поразиться тому, до какой степени разложения Путин довел страну всего за 18 месяцев. Ну да, у нас были те самые лихие 90-е. Людей взрывали в автомобилях, стреляли им в затылок в подъездах. Было такое. Но знаете, кто этим занимался? Этим занимались солнцевские, ореховские, тамбовские, уралмашевские. То есть одни бандиты мочили других бандитов. Это обычное поведение для организованной преступности – вести деловые переговоры через растяжку на двери. Но этим не занималось государство. Пусть трижды плохое, слабое, коррумпированное, но государство в 90-е действовало как государство. Оно действовало легальными методами. А то, что мы видим сейчас, больше напоминает разборку двух преступных сообществ. Владимир Путин низвел российское государство до уровня самого Вагнера, а себя до Пригожина, когда главаря, проигравшей в разборке банды, грохнули по приказу главаря победившей. Когда только начиналась война, появилась мрачная шутка, что не ЛДНР присоединили к России, а Россию присоединили к ЛДНР. Правда, имели в виду санкции, изоляцию и распространение тамошних практик на российскую почву. Но тут аналогично. Российская власть, едва сообразив, какого монстра породила себе на голову, попыталась поглотить группу Вагнера. Но только на практике эта группа Вагнера поглотила российское государство. Российского государства больше нет. Есть очень хорошо вооруженная преступная группировка, которая мыслит как преступная группировка, ведет себя как преступная группировка и расправляется со своими противниками мафиозными методами. Сколько унаследовано от советской власти и сколько придумано в последнее время способов тихого убийства. Ничто не мешало Пригожину скончаться от гипогликемии, вдали от спасительной Рафаэлки. Тем более, что у человека нелады со здоровьем. Ну кто бы удивился, что мужик на 7-м десятке лет, у которого половина кишок вырезана и дома личный медкабинет, просто взял да помер. Но нет, надо было сделать это демонстративно. Надо было это сделать под Аль-Каида стайл, чтобы все поняли, кто тут главный смотрящий и главный разводящий. Чтобы неповадно было. Россия очень мощная страна с большим потенциалом и запасом прочности. Ее сложно окончательно добить. Но если в Кремле продолжит сидеть человек вот с таким мышлением и образом действий, видимо, все больше сходящий с ума от стресса и изоляции, то у него будет таки шанс преуспеть и нашу страну доконать. Путь до failed state может быть сколь угодно длинным, но если идти по нему семимильными шагами и последовательно, если разрушать базовые основы государственности настолько усердно, то рано или поздно ты достигнешь закономерного финиша. Если будешь строить Сомали, то ты его построишь. Сейчас события будут развиваться быстро, мы постараемся выпустить еще ролик на эту тему утром, когда будет больше информации. А пока подпишитесь на телеграм-канал нашего второго канала «Объектива». Там обновление происходит в реальном времени и делает это новостная редакция. Ссылка на него в описании. До завтра.